У кого тыква есть, тот голодным не останется. Я Сталик Ханкишиев. Сегодня покажу вам, как готовить манты из тыквы, лука и буквально 2 ложек топленого масла. Сотейничек на плиту, и в сотейник много лука. Ну, манты блюдо такое. Манты блюдо, в котором должно быть много лука. То здесь этот лук припускается. Мы накроем лук крышкой. Лук будет выделять сок. Сок будет кипеть. Образуется пар. Лук станет мягким, нежным и потеряет свой навязчивый привкус. Ну а пока пойдем тыкву нарезать. Некоторые люди ошибочно предполагают, будто манты – это множественное число от названия изделия. И как же назвать вот эту одну мантушечку правильно-то? Мант? Манта? Нет. Манты – так звучит название этого блюда в тюркских языках, в которых множественная форма образуется совершенно по-другому, прибавлением различных суффиксов, например, лар, тар, тер и так далее. Одним словом, манты, их должно быть много, а об одной штуке даже и говорить не стоит. А лук не забыли помешать? Ого, сколько сока! Тем и лучше. Начинка тоже получится сочнее. Тыкву для начинки хорошо бы нарезать тоненькими ломтиками, чуть тоньше, чем мы нарезаем морковь для плова. Четвертинку тыквы скрошил, а посмотрите, как много получилось. Некоторые смешивают тыкву с мясом, и это получается очень вкусно. Но если с мясом, то можно даже и картошку смешать, и тоже очень вкусно получится. А вы попробуйте без мяса. Смешайте тыкву, скажем, с мелко порезанным курдюком. Получится очень вкусно. Но если и курдюка не хотите, ради бога, один только лук, масло да тыква. Посмотрите, в какое чудо превратился лук. Того масла, того жира, что здесь есть, вполне достаточно для того, чтобы манты получились ароматными. Все запахи, все ароматы растворяются именно в масле, именно в жирах. Но лук обязательно приправляется куркумой, несмотря на то, что тыква тоже желтая. Но куркума обязательно, ведь мало ли чего. Фарш можно оставить и на завтра. И кусочек теста тоже можно оставить на завтра. Завтра гости придут, а манты вот они. Ложечку соли, не меньше. А посмотрите, сколько тыквы. Сколько тыквы, только посмотрите. И все. Выключаем нагрев и смешиваем тыкву с горячим луком. Тыкву жарить, тушить, припускать не надо. А вот сейчас я скажу слова, которые никогда не говорил прежде. Зиру не надо. Нужен только черный причерный перец. Причем довольно много. Примерно пол столовой ложки, не меньше. Черный перец, тыква, припущенный лук, ароматное топленое масло. И это, как ее называют, куркума. Это идеальный ансамбль. Все, начинка готова. Занимаемся мантами. Раскатываем тесто. Рецепт теста я вам сейчас расскажу. Вы видели, как работает миксер, тестомес? Вот точно так же. Берете миксер, либо тестомес, либо чистые золотые руки и замешиваете тесто. Из 3 стаканов муки, 1 стакана крахмала, 420 грамм воды, 1 яйцо и чайная ложечка соли. Вот и все. Вот и весь секрет теста. Полежало минут 40. Посмотрите, в какое чудо превратилось. Супер тесто! Тесто раскатываем в колбаску, а колбаску нарезаем шайбочками. Готовые сочни убирайте в целлофан, чтобы не высохли. И начинайте раскатывать. Вы манты какого размера любите? Вот моя жена любит помельче, а я люблю
покрупнее, ну такие, чтоб, знаете, с кулак были. А жена говорит, они же в мантышнице все равно разбухают. Да, это надо учитывать. Манты, хорошие манты в мантышнице разбухают. Но сначала тесто надо раскатать потоньше. Но слишком сильно этим увлекаться не стоит. Нет, необходимо, чтобы было разумное сочетание между тестом и, собственно говоря, самой начинкой. А не одна только начинка в тоненькой оболочке из теста. Так вкусно не будет. Манты – блюдо семейное. Хорошо, когда кто-то раскатывает, кто-то лепит, кто-то начинает варить. Но в любом случае, с раскатанным тестом хорошо бы поторопиться. И еще один момент. Не надо слишком много начинки класть в манты. Дело в том, что начинка у нас влажная, и рано или поздно она вскипит. Пар раздует манты. Если начинки будет слишком много, то манты могут и лопнуть. Что же касается лепки мантов, то способов существует ровно столько, сколько есть казахских семей, узбекских семей, киргизских семей, таджикских. Словом, везде, где готовят манты, плюс еще один, как у соседской женщины. Потому что соседка непременно лепит манты как-то по-своему. Я мужчина. Я леплю манты очень просто. Самым простым защипом. Идите сюда, я вам покажу подробнее. Слепили два края, а потом торцы. И вот эти хвостики между собой. Не сомневаюсь, что даже среди моих зрителей найдутся женщины, которые могут лепить манты гораздо симпатичнее и гораздо быстрее меня. Но дело ведь не в том, что кто-то умеет это делать лучше. Самое главное, чтобы это сделали вы у себя дома, для своей семьи, порадовали. Манты на решетке не надо укладывать слишком плотно. А прежде чем их укладывать на решетку, их необходимо смазать растительным маслом, чтобы они не прилипли к решетке мантышницы. Вода для приготовления мантов должна кипеть очень бурно, очень сильно, иначе манты не получится. Но на хорошо кипящей воде манты приготовятся, даже если не с мясом, минут за 25. А с тыквой, где начинка практически готова, и вовсе за 12-15 минут. Дольше ее держать не стоит. Чем тоньше тесто, чем мельче манты, тем быстрее они приготовятся. Но, как я уже сказал, от 15 минут до 30. У меня тесто достаточно толстое, я должен вас предупредить. Прежде чем начинать вынимать манты из манты каскана, необходимо выгнать весь пар и снять с кипятка. Не надо, чтобы они переготавливались, ни в коем случае. А то пока верхние снимете, нижние-то уже того раскиснут. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. А знаете, как проверять, готовы манты или нет? Пальцами потрогайте тесто. Если не липнут, значит все отлично. Манты готовы, можно подавать. Чтобы манты не слиплись один с другим, чтобы они выглядели повеселее, повкуснее, манты необходимо смазать кусочком сливочного масла. Вот теперь
можно выкладывать и вторым этажом. А так сложишь одну партию мантов на другую, они и слипнутся. Манты готовы. На этом, в принципе, можно было бы пожелать вам приятного аппетита. Но я точно знаю, что очень многие хотели бы заглянуть внутрь. Ну как же там начинка получилась? Идите сюда, все покажу. Видали какая? Ох, не утерплю. Попробую. Манты, вообще-то говоря, едят не вилкой и не ножом. Манты едят руками. Вот теперь, дорогие друзья, приятного аппетита. Сначала мне, а потом и вам. Ведь вы непременно приготовите это блюдо. Я знаю, я точно знаю.